я продолжу говорить об американской философии. Это вторая часть, всего их будет 3. XIX век ознаменовался расцветом романтизма в Америке. Романтизм – это идейное и художественное направление, характеризующееся утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных страстей и характеров, одухотворенной целительной природы. И американским воплощением романтизма был трансцендентализм, и он считается главной американской инновацией. XIX век также ознаменовался расцветом школы прагматизма, наряду с незначительным распространением гегельянства во главе с Джорджем Холмсом Харрисоном. Влияние американского прагматизма намного превзошло влияние гегельянства. Другие реакции на материализм включали объективный идеализм Джосайи Ройса. Объективный идеализм – это совокупное определение философских школ, подразумевающих существование, независящее от воли и разума субъекта реальности в нематериальной модальности. И персонализм Бордена Паркера Боуна. Персонализм – это экзистенциально-теистическое направление философии, признающее личность первичной творческой реальностью и высшей духовной ценностью, а весь мир – проявлением творческой активности верховной личности Бога. Трансцендентализм был отмечен акцентом на субъективный опыт и может рассматриваться как реакция против модернизма и интеллектуализма в целом и механистического редукционистского мировоззрения в частности. Трансцендентализм характеризуется холистической целостной верой в идеальное духовное состояние, которое превосходит физическое и эмпирическое, и это совершенное состояние может быть достигнуто только благодаря собственной интуиции и личному размышлению, но никак не от промышленного прогресса, научного прогресса или принципов и предписаний традиционной организованной религии. Среди наиболее известных писателей-трансценденталистов можно выделить следующих: Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Дэвид Торо и Маргарет Фуллер. Все авторы-трансценденталисты стремились к глубокому возвращению к природе и верили, что настоящее, истинное знание является интуитивным и личным и возникает в результате личного погружения и размышления о природе, в отличие от научного знания, которое является результатом эмпирического чувственного опыта. Публикация эволюционной теории Чарльза Роберта Дарвина в его книге «Происхождение видов» в 1859 году оказала сильное влияние на американскую философию. Эдмунд Фиске Грин и Чонси Райт оба писали и выступали за переосмысление философии через эволюционную призму. Они оба хотели понять мораль и разум в дарвиновских терминах, создав прецедент для эволюционной психологии и эволюционной этики. Теория Дарвина была также интегрирована в социальную и политическую философию английского мыслителя Герберта Спенсера и американского философа Уильяма Грэма Самнера. Герберт Спенсер считал, что общества ведут борьбу за выживание, и что группы внутри общества находятся там, где они есть, благодаря определенному уровню приспособленности. Эта борьба выгодна человеческому роду, так как в долгосрочной перспективе слабые будут отсеяны и выживут только сильные. Эту позицию часто называют социальным дарвинизмом.
прагматизм – самая влиятельная школа мысли, которая является уникальной. В конце XIX века в Соединенных Штатах все началось с Чарльза Сандерса Пирса, Уильяма Джеймса и Джона Дьюи. Прагматизм начинается с идеи, что вера – это то, на основании чего человек готов действовать. Эрудит, логик, математик, философ и ученый Чарльз Сандерс Пирс ввел термин прагматизм в 1870-х годах. Философия Пирса включает в себя всепроникающую систему, включающую как фаллибилизм, так и антискептическую веру в то, что истина может быть обнаружена и неизменна, логику как формальную семиотику, схоластический реализм, теизм, объективный идеализм и веру в реальность непрерывности пространства, времени и закона, а также в реальность абсолютной случайности, механистической необходимости и творческой любви как принципов, действующих в космосе. Уильям Джеймс был оригинальным мыслителем. Джеймс известен своим радикальным эмпиризмом, который утверждает, что отношения между объектами так же реальны, как и сами объекты. Джеймс был плюралистом в том смысле, что он верил, что на самом деле может быть несколько правильных описаний истины. Он отверг теорию соответствия истины и вместо этого утверждал, что истина включает в себя убеждения, факты о мире, другие фоновые убеждения и будущие последствия этих убеждений. Позже в своей жизни Джеймс пришел к нейтральному монизму. Нейтральный монизм – это метафизическое воззрение, согласно которому психическое и физическое являются двумя способами организации или описания тех же самых элементов, которые сами по себе являются нейтральными, то есть не носят ни физического, ни психического характера. Эта точка зрения отрицает, что психическое и физическое – две принципиально разные вещи. Скорее всего, с точки зрения нейтрального монизма, Вселенная состоит только из одного вида субстанции в виде нейтральных элементов, которые сами по себе не являются ни психическими, ни физическими. Эти нейтральные элементы, возможно, имеют свойства цвета и формы, так же, как и мы воспринимаем эти свойства. Но эти оформленные и наделенные цветом элементы не существуют в уме, рассматриваются как существующая реальность, будь она дуалистической или физической. Они существуют сами по себе. Джон Дьюи был американским философом, много писал по политическим и социальным вопросам. Помимо того, что Джон Дьюи был одним из основателей прагматизма, он был одним из основателей функциональной психологии и был ведущей фигурой прогрессивного движения в американском школьном образовании в первой половине XX
века. Дьюи хорошо известен своими работами в области философии образования. Философия образования Дьюи заключается в том, что дети учатся на практике.